Приветствую вас вновь, дорогие друзья, на своем канале. И в этом видео я покажу вам, как зарегистрировать аккаунт в Biget, на котором мы с вами купим самый дешевый Shared хостинг и зарегистрируем домен. А в конце видео я расскажу, почему мой выбор последние пару лет пал именно на Biget. Поэтому вперед, погнали! Покупать хостинг и регистрировать домен можно в разных местах. И это правильно с точки зрения безопасности, чтобы не класть все яйца в одну корзину. Но в нашем с вами случае, когда мы только учимся, это не имеет большого смысла, поэтому мы все сделаем в одном месте. Дальше переходим на biget.com. Ссылка будет в описании. Все ссылки даю партнерские, потому что, зарегистрировавшись по ним, вы ничего не теряете, но при этом поддержите мой канал. Для регистрации нам обязательно потребуется номер телефона. У меня сейчас нету лишней сим-карты, поэтому я воспользуюсь сервисом Online SIM для получения виртуальной смс-ки, чтобы показать вам весь процесс на видео. Но вам следует зарегистрировать аккаунт обязательно на свой номер телефона, потому что с помощью него можно будет восстановить пароль, что, например, через этот сервис сделать невозможно. Точнее, возможно, но за дополнительную денежку. Повтор смс стоит 50 рублей на старый номер. Причем только в течение 30 дней. Итак, давайте приступим. Нам нужен тариф блок, самый дешевый. Он включает в себя два сайта, но не путайте два сайта и два домена, это разные вещи. То есть доменов вы можете на аккаунт подключить сколько угодно, а, например, создать сайтов сможете только два. Ну и, соответственно, смотрите по месту. 3 гигабайта на учебный сайт это более чем достаточно. Заполняйте свои данные максимально корректным образом. Потому что если вы захотите, например, продать сайт или передать другому человеку, вам придется ехать в офис, показывать паспортные данные. И если они не будут сходиться с тем, что указано, то вы потеряете только время. Так, давайте я возьму телефон. Отмечаем галочку, заполняем все поля. И логин заполняете, если вам нужен. Если не нужен, можете оставить пустым, он сгенерируется сам. Жмем «Зарегистрировать аккаунт» и соглашаемся на получение смс-ки. Ждем, пока придет смс-ка. Обычно приходит сразу. Вот она пришла. Я ее скопирую, вставлю. И жму «Завершить регистрацию». Вот эти данные обязательно скопируйте себе куда-нибудь, а лучше всего в менеджер паролей. Я всем рекомендую сервис LastPass, ссылка тоже будет в описании. Вот наш аккаунт. На этом первая часть видео подошла к концу, а теперь немножко бла-бла-бла о том, почему именно Biget. Итак, чем хорош Biget? У Biget очень быстрый хостинг для дешевого тарифа. Надо отдать должное. И сам по себе он дешевый и как хостинг, и как доменный регистратор. У Biget нормальная техподдержка. Она не суперская, но она нормальная. Biget достаточно оперативно внедряет всякие новинки, например, новые версии PHP. У него достаточно хорошая справка, как ни странно. Там есть толковые статьи, и по WordPress тоже. Видно, что их писали не просто так на «Отвяжись», а именно вот для пользователей. И вот достаточно дружелюбная панель управления, где все понятно. Я также пробовал Regru, но вот честно сказать, Regru по разным причинам мне вот не очень понравился. Это, как ни странно, их завышенный ценник на все услуги, как хостинг, так и домены. Это накрутка цены за премиум домены. То есть, например, вот возьмем, у них есть раздел премиум домены, и они накручивают цену просто потому, что в домен входит красивое ключевое слово. То есть вот возьмем, например, вот этот домен aaa.delivery.com и посмотрим, сколько оно стоит в Biget у нас.
Я сейчас зайду под свой аккаунт. Вот я жму зарегистрировать домен, и давайте сравним цену. 760 рублей регистрация. Ну и продление каждый год 760 рублей. Против 4 миллионов рублей. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Это еще, кстати говоря, не все. Был случай с Регру, когда они разорвали партнерство с Бигетом. И вы можете сами откопать эту новость. Это было в июне 2018 года. Если кратко, то раньше Бигет был не самостоятельным регистратором и регистрировал через партнерский договор у Регру свои домены. Но в одночасье резко, без каких-либо предупреждений, Регру взял и разорвал договор, и клиенты остались в непонятках, потому что домен вроде как куда-то ушел, куда непонятно, кого бить непонятно, и была вообще там шумиха мощная. И даже Бигет вот пишет, что всем, кто пострадал от действий Регру, мы окажем помощь. Потому что представьте себе, если в этот день вам надо было оплачивать домен, а у вас хрясь, и пропал ваш домен из панельки Бигета, потому что Регру захотелось забрать свое себе. Еще можно сказать пару слов про Никру. Никру, он нормальный. Я с ним много не работал, но в целом никакого негатива прям большого про него я не видел, не слышал. Он делает ежедневные снапшоты. Также, кстати говоря, через Никру регистрируются бигетовские домены в некоторых зонах, потому что Бигет пока не умеет регистрировать абсолютно во всех доменных зонах, поэтому он делает это через партнерский договор у Никру. А, еще Мажордома. Мажордома я тоже пользовался пару лет. Скорость у них чуть-чуть пониже, чем у Бигета. И я запомнил, что вот еще году в 2016 там полностью не учитывался HT-Access или учитывался лишь частично. И поэтому у меня там были проблемы с настройкой кэширования. Вот. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. До встречи в следующем видео. Всем пока.